Eyes up on the stairs. On the ground, people! Now that you've taken a hostage, the Down on your police face, assault is going to everybody. take more On time. the deck. Hit the deck. I need a medic bag! В один момент, когда игра мне наскучила, я решил сделать для себя некое испытание. Пройти все хасты на Dead Centers без ботов. Это казалось чем-то нереальным. Впрочем, оно и сейчас-то ни хрена не просто. Если с прохождением ювелирок и прочего шлака проблем не возникало, то на более крутых и серьезных хастах пришлось уже потеть. Отдельный привет Gold Simulator с его идиотским рандомом и пьяным идиотом. Но Payday-то он на то и Payday, одного Gold Simulator мало, и разработчики любезно добавили Генерек и White House, очевидно, чтобы жизнь медом не казалась. Соответственно, на прохождение этих хайстов одного опыта мало, нужен еще и толковый билд. Именно про один из таких билдов я вам сегодня и поведаю. Что ж, как говорится, и один в поле воин. DLC. Для сборки билда DLC не обязательно, можно играть и без них. Но если вы хотите, то можете приобрести Gage Courier Pack для дополнительных модификаций, Gage Weapon Pack 2, открывает очень хороший пулемет КСП-58, Gage Historic Pack, открывает пулемет МГ-42, Butcher Akkar Mod Pack для модификации на АПП Кринков, Scarface Haste, открывает ракетницу команду 101. Infamy. Достаточно прокачаться до 100 уровня, ничего больше не нужно. Навыки. Для начала я быстро пробегусь по ветке скиллов, затем уже дам объяснение навыкам. Древо манипулятора. В ветке командира сначала прокачиваем кабельщика, дает нам ускоренное связывание заложников на 75% и добавляет 4 стяжки. Стяжки также выпадают из пачек с патронами с трупов. Далее лидер. Убедительность и дальность крика увеличена на 50%. Также позволяет конвертнуть 2 полицейских вместо одного. Для того, чтобы конвертнуть полицейского, нанесите ему немного урона. Достаточно будет стрельнуть ему в ногу. Затем несколько раз покричите на него. Противник сдался, и теперь его можно перевести на нашу сторону. Лучше всего брать хевиков, поскольку они более живучие. 40 хпшных не берите, поскольку они очень быстро умирают. Советую регулярно брать заложники противников, даже если у вас уже есть 2 конверта. Если вашего конверта убьют, то вы сможете сразу законвертить уже сдавшегося противника, а также некоторые враги отвлекаются на заложников. Пусть это отвлечет одного противника от вас, но кто знает, может быть это вас и спасет. Далее, навык Джокер. Вы можете конвертить противников. Ваши Джокеры получают прибавку плюс 45% к урону и уменьшается и время на их конвертирование. С этим навыком Джокера переводится довольно быстро, за полсекунды. Сообщник. Самый главный навык при игре с Джокерами. Обязательно его прокачивайте, если играете с ними. Без него ваши Джокеры полная хуйня, а навыки вы всрали впустую. Базовая версия дает резит Джокеру 45% от урона, и про версии тоже 45%. Джокеры становятся очень сильными и долго живут. Единственное, что их может убить, это турель, либо толпа бульдозеров. Наличие Джокера также увеличивает нашу скорость на 10%, а здоровье повышается на 30%. Если вам снесли броню и начали по вам палить, то долго вы в любом случае не продержитесь. Этот бонус к здоровью позволяет выдержать еще немного выстрелов от клокера и щитов. Ах да, чуть не забыл сказать. Вы сможете максимально иметь только 2 Джокеров одновременно. Но, к сожалению, бывают и такие случаи, когда они застревают и стоят на месте. В этом случае их можно просто убить. Но из-за багов они могут застрять на другом участке карты, где их убить уже нельзя. Так, например, на подножии горы после подъема на лифте.
Поэтому я рекомендую скачать мод Replace Jokers, который позволит вам заменять застрявших конвертов. Достаточно будет просто взять нового заложника и перевести его на свою сторону. Застрявший конверт в это время погибнет. Мод, конечно, немного читерный, но это же пердуть, тут баги только читами и править. Ветка снайпера. Здесь только базовую версию стрельбы стоя. Очень полезный навык при игре с пулеметами. Дает плюс 8 к стабильности на все оружие. Древо штурмовика. Ветки танка прокачиваем стойкость. Дает плюс 15 к скорости восстановления брони и уменьшает воздействие вражеской флешки. Очень полезно, поскольку сидеть по 5-10 секунд с белым экраном очень опасно. Далее крепкий орешек. Дает 50% резист при взаимодействии с предметами. Мастхэвная штука позволяет держать 3 выстрела хеви и серьезно уменьшает урон прочих противников. Очень полезный скилл, когда нужно с чем-нибудь взаимодействовать, например, починить дрель. Шок и трепет. Мастхэвный навык. Увеличивает скорость восстановления брони на 25%. Если играть из командной, то их броня тоже будет быстрее восстанавливаться. Про-версия навыка дает возможность отбрасывать щитовиков при стрельбе по ним. Если они близко подойдут к вам, то вы можете ударить их милишкой. Меткий стрелок. Один из самых лучших навыков в игре. И здесь он будет здорово нас выручать. Если вам снимут броню, то любой выстрел в голову по противнику даст вам 5 единиц брони. Про-версия бесполезна. Разницы в 20 и 5 единиц нет вообще. Ну прям как на анархисте. Железный человек. Дает нам железобетонное ICTV, а также увеличивает нашу броню на 30%. Без этого навыка как без рук. Древо техника. Ветки притеснителя прокачиваем мертвую хватку на про. Повышает точность всего оружия на 8 единиц и 16 стабильности. Крайне полезен для игры с пулеметами. Затем шквальный огонь. Увеличивает магазин оружия на 15 единиц. Дает 100% шанс пробития вражеской брони, за исключением бульдозеров. Оружие к бою. Позволяет стрелять от бедра на бегу. Про версии совершенно непонятное описание, видимо я слишком тупой, чтобы его понять, но главное, что он работает. Поэтому скажу по-своему. Убивая 2 противников, скорость вашей перезарядки увеличится на 60%. Если у вас осталось меньше 20 патронов в магазине, то скорость перезарядки увеличится вплоть до 100%. И самый главный навык в этой ветке – это хирургическая точность. Стреляя противнику в тело, урон он получает как в голову, но эта прибавка равна 90%, так что старайтесь целиться в голову, чтобы наносить 100% урон. Древо призрака. Ветки призрака «Пригнись и прикройся» повышает скорость бега, скорость регенерации стамины на 25% и снижает время начала регена стамины на 25%. И паркур плюс 10 к скорости передвижения, плюс 20 к скорости передвижения по навесным лестницам, обязательная вещь для любого билда. Если у вас их нет, то ваш билд хуета бедного бомжа. Ветки бесшумного убийцы качаем второе дыхание на базу. Если вам пробивает броню, то на 5 секунд скорость передвижения увеличится на 30%. Все просто. Сломали броню, прячемся. При необходимости бежим в укрытие. Оптические иллюзии. Вы на 45% менее приоритетная цель для врагов. Копы будут больше агриться на ваших джокеров, а не на вас. Профессионал. Дает плюс 8 к стабильности и 12 к точности. Также прицеливаемся из оружия с глушителем в 2 раза быстрее. Больше точности и стабильности для пулемета никогда не повредят. Приоритетная цель. Помеченные юниты получают на 15% больше урона. Помеченные враги получают еще на 50% больше урона при дистанции больше 10 метров. Длительность пометки увеличена в 2 раза. Для того, чтобы быстро пометить всех спецюнитов, просто на секунду прицельтесь из оружия, либо пометьте противника самостоятельно. Если стрелять из сошек, то помечать спецюнитов придется самостоятельно. Из-под тишка. Достаточно получить хоть 1 единицу урона. И спустя 4 секунды у нас будет 35% крит шанс. Крит шанс не пропадает с получением урона. С такими навыками наш пулемет будет наносить просто до хрена урона. Враги разлетаются как бревна. Древо беглеца. Удивительно, но тут ничего нет, даже 9 жизней. Ибо все это для лохов, а мы и так справимся. Перк. Берем оружейника, поскольку это единственный подходящий грабельный перк для этого билда. Увеличивает броню до 280 единиц брони, что позволяет выдерживать 2 выстрела хеви юнита. Увеличивает скорость восстановления брони на 20%. 10 из них работают на команду. И самое главное, дает неуязвимость на 2 секунды после снятия брони. Но это срабатывает раз в 15 секунд. Можете засекать эти 15 секунд в своей голове, либо скачать худо. Наша броня будет очень быстро восстанавливаться. Навыки дают нам в сумме 40%. Перк дает еще 20% резиста. Итого 3 секунды на восстановление брони. Но я все же советую играть в Crime.net Offline. Там броня восстанавливается за 1,75 секунды. Но не только в этом плюс оффлайна. Еще там не приходит Капитан Винтерс. Но на этом плюсы закончились. Конечно, есть умники, которые говорят, что там спаунов меньше. Но это все сказки долбоебов, вы им не верьте. У нашей брони есть 2 главных врага. Первый — это вражеская турель.
Как по мне, это один большой комок багов. Если вы будете находиться в бункере, она все равно будет стрелять по вам и не давать регенить броню. Как обычно, оверкиллы сделали все через жопу. А второй — это бульдозеры. Они наносят бешеный урон и ходят толпой. А как известно, пидорасы по одному не ходят. Соси хуй КК. Особенно опасен бульдозер с КСП. Он со своим пулеметом может вас изрешетить в считанные секунды, поэтому пользуйтесь укрытиями. Я бы, конечно, мог упомянуть миниганщиков, которые стреляют через всю карту с диким уроном, но не хочу вас пугать. Казалось бы. Ну, хуже уже не будет. И бац, 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 бац. Поиграли, хорошо, блядь, сука, хорошо поиграли, блядь, сука, ёбаное говно, блядь. О, как иначе? Снаряжение. Знаешь, я бы не поверил, что это Белписа, если бы ты не кинул оглушалку. А если серьезно, только флешки, поскольку они могут массово застанить противников. Иногда это очень помогает, особенно если вам нужно пробежать через толпу. Ну или когда вас сильно зажали и вам нужно перебежать в другое укрытие. В ближний бой берем электрокастеты, ну или шокер, хотя, как говорят эксперты, Что это хуйня? Что это хуйня? берем их для того, чтобы можно было станить противников. Через них также удобно брать заложников. Броню CTV, ну это и так понятно. В диплой придется брать самую лучшую снарягу, но здесь все зависит от хайста. Где-то будут полезны мины для подрыва дверей или сейфов, где-то полезны ESM для того, чтобы отогнать турель. Можно взять аммо-сумку. Я думаю, вы найдете им достойное применение. Оружие. На выбор 3 пулемета: КСП, КСП-58, МГ-42. Остальные пулеметы я советовать не стану. Совсем уж они отстают от этой тройки. КСП. Имеет самую высокую стабильность, точность, большой магазин, а также высокий подбор патронов. Пожалуй, это и есть идеальный вариант. У него достаточно магазин и не слишком большая скорострельность, что и позволяет играть дольше без перезарядки, а перезарядка у него самая быстрая среди этой тройки. КСП-58. Бесплатный аналог КСП. Если у вас нет DLC, то можете взять его. При максимальной прокачке он уступает КСП в стабильности и точности на 4 единицы. Не так уж и много. У него такой же подбор патронов, но чуть дольше перезарядка. При максимальной прокачке он уступает КСП в стабильности и точности на 4 единицы. МГ-42. Самый мощный пулемет. Его мощность обусловлена его скорострельностью в 1200 единиц. Это самый высокий показатель среди всего оружия, не считая минигана. Она и позволяет быстро справляться с противниками, но и скорострельность — это ее еще недостаток, так как магазин меньше на 50 патронов и долгая перезарядка. Что ж, за такую мощность приходится платить, благо подбор патронов у нее выше, чем у других пулеметов. Правда, модификации открываются за достижения. Модификации. Для пулемета КСП. Длинный ствол. Глушитель, чем больше, тем лучше. Сошки. Модификации на стабильность. Светодиодная комбо. Прочный приклад. Для пулемета КСП-58. Глушитель, чем больше, тем лучше. Сошки. Модификация на стабильность. Светодиодная комбо. Пластиковый приклад. Для пулемета МГ-42. Легкий ствол. Глушитель, чем больше, тем лучше. Сошки. Модификацию на стабильность. Светодиодная комбо. Если у вас нет каких-то модификаций, то купите их за монеты, либо ставьте другие, но только те, которые будут давать стабильность и точность. Для МГ-42 модификации сначала надо открыть через указанные достижения. Вторичное снаряжение. На выбор ПП Кренков, Командос и другие гранатометы. Кренков хорошо подойдет для убийства снайперов, поскольку с нашими навыками и модификациями будет иметь 100 на 100. Использовать его как основное оружие довольно экономно, поскольку у него довольно быстро кончаются патроны с его подбором. Командос. А вот это уже приберегите для особенно больших толп противников и турелей. У него отсутствует подбор патронов. При жгучем желании можно взять с собой аммобак, либо бегать до купленной ассетовой сумки. Модификации. Для Кренкова. Глушитель, чем больше, тем лучше. Московское особое цевье, светодиодная комбо, деревянная рукоять, удвоенный магазин, классический приклад,
При желании можно установить прицел и рейку к нему. Если у вас нет каких-либо модификаций, то купите их за монеты, либо ставьте другие, но только те, которые будут давать стабильность и точность. Брейкпоинт. Я вынесу их отдельно, ибо глушитель на пулемете ломает брейкпоинты. К примеру, вы не сможете убить снайпера с одного выстрела, и на хевика придется тратить на один выстрел больше. Но если вы будете стрелять из оружия с глушителем, то враги начнут тупить и не сразу на вас реагировать. Но если вы все-таки хотите преодолеть брейкпоинты и ваншотить снайперов, ну и тратить немного меньше выстрелов на прочих врагов, то для пулемета КСП можно оставить глушитель, но убрать длинный ствол и поставить ребристую тактическую рукоять. Для пулемета КСП-58 и МГ-42 убрать глушитель и поставить насадку конкурент. В целом, рассматривать сколько патронов уходит на каждого юнита я не стану. Пулеметы и без того косые пушки, и на расход патронов внимания обращать точно не станете. Скажу лишь одно, с критами все умирают быстро, а спецюниты с пометкой умирают практически в 2 раза быстрее. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, я вам очень благодарен. Убедительно прошу не писать, почему я не взял Inspire 9 жизней или лебедку, ибо писать в комментарии, что нет таких навыков в соло-игре без ботов, будь только конченый аутист с интеллектом как у кошачьего корма. Соси хуй КК. Мне этот билд в свое время помог пройти Генри Рок, там он и прошел свое боевое крещение. Что ж, если этот билд способен пройти Генри Рок без ботов, то я думаю, с остальными хайстами проблем возникать не должно. Естественно, если руки не из жопы. Но я все-таки думаю, что для игры без ботов нужен опыт игры. Одним билдом тут не отделаешься. Хоть билд делался для DS, на нем можно играть на сложностях ниже, например на Deathwish или на Mayhem. Это подойдет тем, кто менее опытен, но опыт соло игры получить хочет. Также не забываем, что у меня есть гайд в Steam, посвященный соло билдам. Если вам не по душе Armorer, то вы можете зайти и посмотреть другие билды. Ну а на этом у меня все. Если ролик вам понравился, то самое минимальное, что вы можете для меня сделать, это поставить лайк под видео, а лучше отправить своим друзьям и одноклассникам. Я буду очень благодарен. Еще раз спасибо вам. До встречи в следующих роликах. Скилл решает. Да соси ты хуй, пулеметами играешь, блин, насосешь, блин, без инспайра. И что это за скилл?